Как понять, натуральный мед или подделка, визуально? Самый лучший мед настолько густой, что при переливании из банки в банку буквально складывается в горку пагоду, которой нужно время, чтобы распределиться. Это от того, что он содержит не более 17-20% воды, а это консистенция сиропа, в котором 4 стакана сахара и 1 жидкости. Не разбавлен ли мед водой, можно определить по весу. Килограмм меда помещается в емкость объемом 0,8 литра, а литровая банка нормального меда тянет почти на 1,5 кг. Добросовестный продавец на рынке позволит проверить консистенцию товара палочкой или ложкой. Если мед тянется тонкой ниточкой, он качественный, а фальсифицированный капает с ложки и моментально топится в массе. На вид он будет неоднородным и прозрачным, как натуральный, а мутноватый, с осадком на дне или расслоившийся. Часто на дно кладут манку с патокой, а лишь поверху мед. Пена – тоже плохой признак. Мед или недозрелый, или забродил. На ощупь и по вкусу, хороший мед всегда слегка дерет горло своей терпкостью, а кислинка не ощущается, она – признак незрелого продукта или портящегося. Капелька нормального меда, растираемая пальцами, легко наносится и впитывается в кожу, а содержащего добавки просто скатается в скалочки. У хорошего меда всегда сильный, специфический аромат, чаще цветочный, пыльцовый. А вот плохой пахнет тем меньше, чем больше в него подмешали сиропа. Твердый или жидкий, чем больше в меде полезных веществ, тем быстрее он затвердеет. Выбирая мед, помните, что летом он должен быть только сиропообразным. Если выкачан в этом сезоне, и лишь рапсовый сорт с весеннего медоноса густеет очень быстро и, добытый весной, к августу уже будет в брусках, жидкий, едва желтый, кристаллизованный, почти белого цвета. Отправляясь на рынок осенью или зимой, рассматривайте только засахаренный мед. В эту пору нормальный продукт иным не бывает. Тоже есть исключение – акациовый сорт, долго хранящий жидкую форму, порядочный пасечник зимой жидкий, а летом загустевший мед продавать не станет. В первом случае он, скорее всего, будет растопленным, а топить можно только аккуратно, при температуре не выше 37 градусов, иначе все полезные свойства на смарку. Во втором – не растопленным, но тоже прошлогодним. Проверка дома кусочком хлеба. На всякий случай не закупайте в непроверенной точке сразу 3-литровую банку, а возьмите майонезную баночку для пробы и проведения экспериментов. Проверку меду можно устроить простым кусочком хлеба, опустите его в покупку минут на 10-12. Если он размяк, значит, вы купили банальный сироп, а в натуральном меде хлеб затвердеет. Проверка раскаленным кончиком ножа. Разбавленный водой мед образует жидкие пятна на листе бумаги или протечет. А вот хороший продукт будет лежать без изменений. Если ткнуть в мед раскаленным кончиком ножа, на металле ничего не останется, тогда как фальсификат оставит слой сжаного сахара, как при варке домашних леденцов. Проверка каплей спирта и йода. Разведите чайную ложку меда в половине стакана горячей воды. Низкокачественный не растворится полностью, а если влить в полученную жидкость немножко спирта, она еще и станет мутной. Раствор настоящего меда после всех этих манипуляций остается прозрачным, как слеза, и даст сбой, только если он падевый с хвойных деревьев. Кстати, все добавки всплывут или осядут. Если вы возьмете для проверки дистиллированную воду, в эту же смесь можно капнуть и йода, и если продавец подмешал крахмал, она посинеет.
А при добавлении уксуса могут пойти пузырьки, явные признаки, что в мед попал мел. Проверка меда щепоткой крахмала. Последний способ – посыпать капельку меда щепоткой крахмала, в идеале белый порошок так и останется отдельным слоем. А вот искусственно смешанный мед непременно вступит с ним в какую-то реакцию. Еще можно проверить по документам. Лабораторные исследования в 2 счета отыщут любые примеси и излишек воды в меде. Поэтому не лишним будет спросить у продавца ветеринарно-санитарный паспорт пасеки и сертификат соответствия, экспертный вывод. Если он есть, значит, проверку продукт прошел без проблем. Ведь контроль запросто покажет даже превышение содержания сахарозы даже всего процентов на 5. В документе обязательно должны стоять печать лаборатории и отметка о прохождении радиологического контроля.